Дорогие друзья, я рада вас всех приветствовать. Давайте сделаем с вами общий расклад на тему «Будет ли серьезный разговор?». У нас с вами будет 3 позиции. Первая, вторая и третья. Тайм-код будет указан в описании под видео. Выбирайте свой вариант. Кому нужно, ставьте на паузу. И начиная с первой позиции, давайте посмотрим, будет ли у вас с загаданным человеком серьезный разговор. Итак, единички. Будет ли серьезный разговор? Давайте в первую очередь посмотрим, что на текущий момент в ваших отношениях происходит. Единички, что происходит в ваших отношениях сейчас? Вы знаете, а здесь у многих отыграются несвободные отношения. Пентаклевый король – это символ того, что либо вы при другом мужчине, да, при своем стабильном, возможно, при супруге, либо же тот человек, на которого вы смотрите, он имеет статус пентаклевого короля, то есть он либо муж, либо постоянный спутник какой-то другой женщины. И, естественно, вот этот статус, он вас разделяет. И нужно отметить, что такое положение вещей, оно уже порядком подутомило, оно уже порядком вам надоело. Тем не менее, здесь есть чувства. Ваши отношения, они весьма легкие, романтичные, но здесь ввиду того, что есть другие серьезные отношения, не получается двигаться вперед, не получается двигаться дальше, вот именно в новый какой-то виток, во что-то такое продуктивное, во что-то серьезное, вот именно в отношении вас. Давайте посмотрим мысли загаданного человека относительно всей этой вашей ситуации. Нужно отметить, что у него есть чувства. Чувства сильные по отношению к вам. И он считает, что ваши отношения, они, вот знаете, вот по судьбе, они не случайные. Он понимает, что он должен сделать какой-то серьезный шаг. Он должен предпринять какие-то шаги, действия навстречу переменам. Потому что здесь есть чувства, и на самом деле от этих чувств нельзя отказываться, он много о них думает, он постоянно прокручивает в голове то, что происходит между вами, и приходит к мысли о том, что либо он осуществит какие-то серьезные шаги, либо же он теряет вот эту любовь, он теряет вот это состояние счастья рядом с вами. А что же непосредственно в чувствах к вам? Ревность очень сильная ревность. Очень сильная ревность. Но здесь, знаете, осознание того, что вот что бы между вами ни происходило, всегда вы будете друг к другу возвращаться. Он видит в вас партнера, с которым ему комфортно, с которым ему хорошо. И здесь такие чувства, которые обеспечивают вот именно уют и комфорт в его душе. Вы знаете, вот если здесь не свободен тот человек, на которого вы смотрите, то для него ценность представляет вот именно сама семья, но никак не та женщина, с которой он в паре. Здесь к ней чувств я не вижу. Здесь вот именно человек ценит семью, но в общении с вами он как раз-таки и обрел то состояние, когда его понимают, его слышат, его чувствуют, его, знаете, вот о нем заботятся. И нужно отметить, что это ему нравится, но здесь ревность сильная, ревность дикая, жуткая, и он понимает, что он должен предпринимать какие-то шаги, иначе он действительно рискует вас потерять. А какие у него намерения-то к вам? Какие намерения у загаданного человека к вам? Ой, вы знаете, здесь пока только чувства. Да, движение вперед у него есть в намерениях, но здесь, знаете, пока он стабильность вам дать не готов. Он готов вас любить, он готов вас радовать, он готов как-то, знаете, вот двигаться вперед просто для того, чтобы пока сдвинуться с мертвой точки. Но речь пока не идет о чем-то таком стабильном, что действительно сможет подарить вам почву под ногами.
И у большинства из вас, скорее всего, отыгрывается такой вариант, что вы связаны работой, вы связаны какими-то общими делами либо проектами. И на почве вот этих вот проектов и совместных дел он и намерен дальше вот выстраивать основу ваших взаимоотношений. Но опять же, здесь только чувства. Пока ничего, кроме чувств и своей любви, он предложить вам не может. Да, здесь потенциал неплохой, здесь хочет человек перемен, здесь хочет он двигаться вперед вместе с вами. Но опять же, речь не идет о стабильности, которую он может вам подарить. Да, взаимопомощь, поддержка, чем может, поможет, но он не сможет быть с вами 24/7 и дать вам какой-то, вот знаете, серьезный статус. А намерен ли он говорить с вами об этой ситуации вообще? Намерен ли он разговаривать с вами? Вы знаете, да. Вообще здесь разговор грядет, причем вот такой разговор, который действительно сможет расставить все точки над «и». Но он намерен этот разговор организовать, провести таким образом, чтобы обойти острые углы. Он ни в коем случае не хочет вас терять. Он ни в коем случае не хочет терять то, что ему дорого, выходить из привычной ему зоны комфорта. Поэтому он считает, что разговор однозначно нужен, но он нужен для того, чтобы ему, ну, я бы сказала, усидеть на двух стульях, удержать вас вот именно в том формате, в котором удобно ему. Потому что здесь перемены, если о них говорить, да, он бы их хотел, но он не может их осуществить сейчас. И вот для того, чтобы вас удержать, но при этом оттянуть вот это наступление перемен, он и планирует затеять вот этот разговор. Это, знаете, как финт ушами сделать. А нужно ли вам быть инициатором разговора? Нужно ли вам самой проявить инициативу? Вы знаете, а вполне можно. Причем здесь, знаете, здесь вот как либо дать ему шанс для того, чтобы проявить себя, либо использовать шанс, который будет дан вам. Но здесь этот разговор, он направлен действительно на то, чтобы не торопиться. Здесь у вас, знаете, вот как будто бы грядет какой-то подготовительный этап для движения вперед. Не нужно ни в коем случае спешить, и важно, наоборот, сконцентрироваться, сосредоточиться на том, чтобы получить удовольствие здесь и сейчас. Поэтому и он настроен на разговор, и вам можно вполне быть инициатором. Но здесь речь идет о том, чтобы вот именно получать удовольствие здесь и сейчас, а не так, что скорее к какой-то намеченной цели мы бежим галопом по Европам, все равно этого сейчас не удастся осуществить. А состоится ли разговор-то в конечном итоге? У него намерение есть, вам можно инициативу проявить. А состоится разговор? Да, да. Разговор состоится, непростой будет разговор, сложный, тяжелый разговор. Ой, самое главное в ходе этого разговора не стучать кулаками по столу. Вы знаете, во многом точки над «и» будут расставлены. И в чем-то даже, знаете, вот полегчает после этого разговора, и пойдет движение вперед, и действительно будут намечены какие-то перемены, но пока только намечены. Пока реализовывать вот эти вот планы не представляется возможным, потому что есть ограничения. Вот эта 8 мечей, это как обязательство перед третьими лицами. Поэтому разговор, конечно же, состоится, но разговор пока будет о разговоре. Разговор о планах, а не о том, чтобы вот непосредственно уже приступить к реализации того, чего вы так хотите. Сосредоточьтесь на том, что вы можете сейчас вот именно получить из ваших отношений, вот именно на том удовольствии, которое вы сможете здесь, вот именно, которым можете насладиться. Вот такая первая позиция. Идем к двоечкам. Будет ли у двоечек серьезный разговор? Давайте посмотрим, что у двоечек в отношениях сейчас. Что у двоечек сейчас во взаимоотношениях. Ой,
как-то внезапно все рухнуло. Конфликты, ссоры. Причем, вы знаете, такое ощущение, что вы ждали какого-то такого удара, но случился он внезапно. У многих здесь вот прям, знаете, карта справедливости, это, знаете, либо развод, да, вот как расторжение брака, выяснение отношений. У многих может быть крах отношений на почве того, что, опять же, кто-то не свободен по справедливости. Но здесь вот, знаете, вот как удар, как гром среди ясного неба. Конфликты, ссоры, причем совершенно внезапные, совершенно такие неожиданные, с выяснением отношений, с манипуляцией информацией, вот прям вот гром и молния. А что думает человек по поводу этого? Он сосредоточен на себе. Он император. Он, знаете, вот четко придерживается своей позиции. Вы знаете, ему нужна семья. Поэтому вот если кто-то не свободен, вот если вы смотрите на своего постоянного спутника, да, и все свободны, кроме вас здесь никого нет, он верит в то, что все наладится. Вот вы знаете, семья останется нерушима. Если вы смотрите на несвободного мужчину, то он будет сохранять семью. Для него в приоритете вот именно семья. Потому что здесь император, он вот именно на своем месте, и он думает в первую очередь о своем благополучии. Здесь чувства для него вторичные, второстепенные. Здесь для него главная стабильность и комфорт, семья, статус, титул, ранг, все вот это. А что чувствует он по отношению к вам? Вы знаете, вот здесь, к сожалению, чувство к другой совершенно женщине. По отношению к вам здесь есть эмоции, но на текущий момент он как-то вот испытывает разочарование. И во многом это разочарование из-за того конфликта, из-за того удара, который на текущий момент актуален для ваших отношений. А какие намерения у него по отношению к вам? Вы знаете, к сожалению, здесь настрой на другую женщину. Скорее всего, вы на другого мужа смотрите, на чужого мужа смотрите. Если на своего постоянного спутника, то, вы знаете, он от этой женщины не откажется. Да, он в семье остается, он выбирает семью, но настрой здесь на другую женщину. Здесь совершенно четко, причем она тоже заинтересована в общении с ним, в выстраивании отношений с ним. Здесь уже у каждого своя ситуация, да, все вращается вокруг семьи, вокруг того, в каких вы статусах находитесь. Но здесь совершенно четко он увлечен другой женщиной. А намерен ли он говорить с вами? Намерен ли он разговаривать с вами? Разговор будет тяжелым, разговор будет сложным, разговор будет о переменах, о треугольниках, будет замешана верховная жрица, вот именно тайная женщина, но опять же у каждого своя ситуация. Если вы смотрите на супруга, то семью, безусловно, он хочет сохранить, ему важен этот титул, этот статус важен, но, скорее всего, расскажет вам о подробностях вот с этой вот верховной жрицей. Для тех, кто смотрит на несвободного мужчину, да, то есть вы в статусе любовницы, здесь, конечно же, он не может ничего сделать из-за того, что для него семья дорога, но тем не менее он будет стараться, вот знаете, как-то вызывать в вас вот это чувство жалости, взывать к вашей мудрости. Здесь он намерен говорить с вами о том, что, понимаете, вот он может обещать какие-то перемены, он может ходить вокруг да около вот этого статуса тайной женщины, но здесь совершенно четко, что вы не единственная женщина в жизни вот этого мужчины. А нужно ли вам быть инициатором разговора серьезного? Нет, вам не нужно совершенно.
вы не в то время, не в тот момент. Знаете, вот нет у вас таких аргументов для того, чтобы выводить его вот на какой-то серьезный разговор. Вам, наоборот, нужно стараться как-то вот сгладить вот эти острые углы и стараться избегать этого разговора, потому что разговор будет не в вашу пользу. Здесь и момент, когда те слова, которые вы услышите, они вас ранят. А второй момент, это, знаете, вот как перемены, которые могут сыграть не на пользу вам. Поэтому вам ни в коем случае не нужно быть инициатором этого разговора. Вы не услышите то, что вы хотите слышать. А состоится ли все-таки этот разговор в итоге-то? Вы знаете, состоится. И вы знаете, я могу сказать, что до чего-то вы договоритесь. Но здесь, опять же, такая ситуация, когда, скрипя сердце, придется идти на уступки, придется чем-то жертвовать. Вы справитесь с этой ситуацией. Но то, что вы услышите, я не могу сказать, что это всецело вас порадует. Мужчина будет стараться найти с вами компромисс. Мужчина будет стараться, знаете, вот как-то прийти к общему знаменателю. Но в любом случае здесь один старается подчинить себе другого. И, как правило, здесь мужская фигура подчиняет себе женскую. Здесь без жертв не обойтись. Ситуация тупиковая, ситуация зависшая. Такое чувство, что вам придется принимать его условия. И вот двоечки, у вас речь идет вот именно про треугольник, про то, что две женщины и один мужчина. Поэтому, собственно, ситуация для вас не самая лучшая, но могу сказать, что, несмотря на эти сложности, удастся выйти с наименьшими потерями, все равно компромиссы вы найдете. Благодарю двоечек за просмотр. Буду рада вашей обратной связи. Давайте посмотрим у троечек, что у нас. Будет ли серьезный разговор у троечек? Итак, что в отношениях у троечек сейчас? Ой, ну сплошные треугольники. Королева мечей. Либо женщина из прошлого, либо соперница вклинивается, а между вами как будто бы какая-то пауза. Много лжи, много непонимания, много такого состояния, когда один другого не понимает. Причем здесь вмешалась женская фигура. Каковы мысли мужчины о том, что между вами происходит? Ни в коем случае нельзя ничего терять. Нужна стабильность. Нужно пойти навстречу, нужно пойти на уступки, нужно начать с чистого листа. Я так понимаю, он никак не ожидал появления либо вторжения вот этой мечевой королевы. И он будет делать все для того, чтобы вас сохранить ваш союз. Готов дарить подарки, готов жертвовать всем чем угодно, только для того, чтобы вы, знаете, вот как-то снисходительно отнеслись к тому, что происходит между вами. А чувства его к вам какие? Какие чувства у него к вам? Он вас любит. Он вас на самом деле очень любит. Очень любит. Вот эта вот мечевая королева, она, знаете, рядом проходила, рядом где-то пробегала, воду намутила. Он к ней эмоций не испытывает. Да, какая-то симпатия есть, есть заинтересованность, но любит он вас. А какие у него намерения вообще по отношению к вам? Что он... Какие планы строят? Союз. Союз, даже вот эту вот мечевую королеву, вы ее во внимание не принимаете. Он, знаете, планирует сделать финт ушами. Здесь вот эта карта повешенной в этой колоде, она очень такая хитрая. Здесь посмотрите, какое сальто он делает. Он, знаете, как выходит сухим из воды. Ему нужен союз с вами. Он планирует действительно вот как-то вывернуться, удержать ситуацию под контролем. У многих здесь отыгрываются поездки, переезды. Возможно, действительно дорога, либо совместная поездка, либо переезд решат здесь многие вопросы. Но ему важно вот эту мечевую оставить позади. Вообще вот совершенно он не строит на нее планы. Здесь любит вас и планы на вас строит. Ему важно удержать все под контролем. Готов пожертвовать чем угодно, только для того, чтобы ему быть с вами рядом.
А намерен ли говорить с вами? Намерен ли затеять этот разговор? Пока не знает, пока наблюдает. Он очень много думает. Он думает о том, как это все сделать. Вообще нужен этот разговор, не нужен. Может быть, лучше вообще без этого разговора обойтись. Может быть, получится избежать этого разговора. Он не уверен в том, что этот разговор нужен. Он пока, знаете, вот как мониторит обстановку, мониторит ситуацию. А нужно ли вам быть инициатором? Нужно ли вам быть инициатором этого разговора? Вы знаете, только с чьей-то подачи. Самостоятельно нет. Самостоятельно ни в коем случае не надо. Здесь, знаете, если кто-то из близких вот как-то вот будет инициатором, да, там мама, сестра, друзья, дети, если как-то вот они преподнесут тему для разговора, тогда можно. Но самостоятельно вам лучше этот вопрос вообще замять и постараться сконцентрироваться на том, что есть между вами. Десятка пентаклей, это, знаете, союз, это партнерство. И нужно уже идти к вашим берегам, вперед, в благополучие, в семью, в партнерство, которое будет таким, знаете, продуктивным и плодотворным для вас обоих. А состоится ли все-таки этот разговор? Разговор состоится между вами? Да, состоится. Причем очень в хорошем ключе. Вы знаете, у многих здесь отыграется наступление беременности. И приятная новость, да, о рождении ребенка, либо о планируемой беременности, она будет, вот так скажем, предпосылкой для серьезного разговора. У многих здесь будет отыгрываться предложение руки и сердца. Но разговор состоится, причем, вы знаете, как я уже сказала, в таком очень благоприятном ключе и в формате семьи, материнства и выхода ваших отношений на новый уровень. Здесь вот именно предложение. У кого-то руки и сердце, у кого-то вот именно рождение детей. Поэтому разговор будет в самом лучшем формате. На текущий момент он не знает, как вообще, с чего начать этот разговор. А с чего в итоге-то начнется? Кто-то вам поможет или все-таки так сложится обстоятельства? Семейные какие-то вопросы, на почве семейных вопросов, либо праздники, либо семейные какие-то торжества, у кого-то, возможно, именно вот узаконивание отношений. Здесь с подачи кого-то из ваших близких, это женская фигура, сестра либо подруга. На почве действий вот этой женской фигуры, здесь, да, здесь все это случится. Вы знаете, у многих отыграется, что вот эта жезловая королева, это вот та самая мечевая, которая намутила воду. Но, тем не менее, ее дальнейшие поступки, они будут вам однозначно на пользу. И здесь человек уже просто вот поймет, что нужен этот разговор, и нужно идти вот именно в максимально положительное русло. Да, совершенно верно. Здесь он поймет, что уже нужно принимать решение и идти в семью. Поэтому, троечки, вам нечего бояться. У вас семья на носу, у вас на носу рождение детей. Поэтому не переживайте, разговор будет. Самое главное, чтобы вы концентрировались на хорошем, на положительном. Здесь, как в этом, в фильме про Шурика, кто нам мешает, тот нам поможет. Вот так здесь и будет. Благодарю всех за то, что были сегодня со мной в этом видео. Благодарю всех за обратную связь. До встречи с вами вновь.